Сегодня короткая водная тренировка на скалодроме Эль Капитан. Лазаем мы здесь, потому что мы находимся ближе всего к Финляндскому вокзалу, а значит быстрее всего можно будет добраться до Выборга. Потому что здесь мы останавливаемся только для того, чтобы поехать дальше в Выборг. Одна ночь в Питере была. Итак, сегодня я на скалодроме Эль Капитан. Давно здесь не был, почти полгода. И вообще на скалодроме давно не был. Уезжал на скалы и сейчас тоже еду в Карелию на скалы. Перед скалами решил немного размяться на бисмейкере, как я это обычно делаю, и посмотреть, как сильно просели пальцы, чего вообще ожидать. На этих я все еще довольно легко вешу и легко подтягиваюсь. А вот на одной руке стало намного труднее висеть. Почему-то местные ребята не особо чистят бисмейкер, он засирается и намного хуже становится. Неприятно такое держать. Итак, вис на одной руке. Я могу висеть, но плечу дискомфортно, очень большая нагрузка. Левое плечо чуть побаливает. Правое разгибает. Очень тяжело. Слишком большую нагрузку не буду давать, поэтому я буду придерживаться одним пальцем, разгружая немного веса. Так висится намного лучше. При том, что перед отъездом я висел на ней почти 30 секунд. И на другой. Чуть больше разгружаю правым указательным пальцем. Да, тяжело. Еще очень сильно хочется попробовать потянуться на одной руке, на центральной. Я, скорее всего, потянусь, там вниз не опущусь, посмотрим. И немного помогу себе ногами в стартовой позиции. Безумно тяжело. А на левой? Итак, немного размялся на фингерборде, теперь надо полазать. Здесь очень много трасс, а у меня очень мало времени, потому что поезд отправляется в Выборг через 2 часа, а значит у меня только 30 минут, чтобы полазать в болдеринг, и где-то минут 40-50 на трудность. Итак, вис я поделал, теперь разомнусь на простых трассах. 5 по белым меткам. Был приятно удивлен тому, что здесь очень много хороших зацепок, и это по ощущениям настоящая 5. Думаю, 5B+, 5C можно и спокойно дать. Все зацепки хорошие, большое количество ног. Очень непривычно опять лазать на скалодроме с метками, потому что в Москве зацепки только одного цвета на трассе находятся, а здесь зацепки могут быть разные. Зеленые метки, 6B, дерки старт, нога, нога, рельеф, рельеф, зацепка, зацепка. Старт дверки. Лаконичненько, а мне нравится. Для тех, кто не видел мои предыдущие влоги, хочу сказать, что трассы в Петербурге чуть-чуть проще, чем в Москве. То есть, если в Москве накручено 6C, то в Питере это будет, скорее всего, 7А или 7А+, даже. Финиш довольно плохая пассивная зацепка, но когда поставляешь правую ногу на рельеф розовый, становится намного легче. Розовые метки, черные зацепки, старт, 2 руки, нога, нога, рельеф, 2 рельефа на нажатие, черный рельеф, черная полосочка и финиш ручка. К сожалению, не знаю, что за категория, не обозначена она здесь. Я нашел обозначение 6B+. Несмотря на то, что этот прыжок достаточно простой, его очень приятно делать, потому что делаешь прыжок на нажатие на достаточно хорошие рельефы, с очень хорошим трением. Очень больно ударился. Ну и 6 C+, от Эмиля. Старт 2 руки, нога, нога, чипок, прыжок на ручку, шарик, нога. И это финиш. Подозреваю, что Эмиль хотел, чтобы развернуть вверх ногами. Попробуем. Правая рука — это пластиковая зацепка, и у нее достаточно плохое трение. Поэтому, когда я начал делать, рука резко выстрелила, но со второй попытки я легко сделал, потому что уже знал, что зацепка скользкая и нужно делать чуть более уверенно. А вот здесь, на удивление, было очень тяжело. Я сначала не понял, что же происходит, почему мне так тяжело висеть на одной руке. Мне даже пришлось прихватиться левой рукой за шарик, чтобы легче перекинуть ноги налево. И потом, когда я взял следующую зацепку, тоже было тяжело спрыгнуть вниз. Я не понимал, но потом в какой-то момент я вспомнил, что я совсем недавно делал вакцинацию и сделал вторую прививку. Это финиш.
Немного полазал боулинга, оказалось очень трудно вылазить. Не лазал давно, и пальцы прям разгибаются. То есть, если напрыгнуть на одну руку, рука разгибается, плечо не держит, и отдышка появилась. Хотя раньше я легко пролазал достаточно большое количество трасс на боулинг подряд, без отдыха. 30-40 трасс мог залезть специально для видео. А сейчас справляюсь до 6C. Вроде как лазание не тяжелое, но сердечко бьется и очень тяжело лезть. В Великопитании прикольную штуку придумали. Они делают двойные щетки. Здесь одинарная, а здесь двойная. Очень удобно чистить пассивы. В Москве меньше трасс с использованием пяток. Ладно, 6C оказалось довольно просто. Направо чем потяжелее. Сюда, сюда, сюда. Нога, рельеф. Актив, актив, ручка. Ниже, ручка, топ. Очень странная трасса. Накрутил Артем. Ну, попробуем. Да. В Москве B6C+ дали, Макс. Синенький стикер. Из-за того, что YouTube не дает опубликовать видео обзора Олимпиады, поэтому я его выложил на Патреоне. Всего лишь за $1 вы можете подписаться и посмотреть видео. Также вы можете подписаться на план ЛФК, УФП, СФП и растяжки. Для тех, кому интересно, как выглядит УФП, сверху написан перечень упражнений и описание, как правильно их делать. А уже ниже сам план УФП. В плане УФП на месяц 4 недели, на каждой неделе по 2 тренировки. Такой план подойдет как начинающему, так и спортсмену. Основная суть плана в том, как выполняются упражнения, в какой последовательности и количество подходов. Особенно это удобно тем, кто приходит на скалодром и не знает, как правильно тренироваться, что делать после тренировки, какие упражнения выполнять. План поможет вам скорректировать тренировочный процесс и более грамотно выстроить его. Также поможет развиваться более физиологически, не перекачивая только одни группы мышц. 7B+. Очень пыльная зацепь. Я тут еще попутно вспомнил, что я недавно сделал прививку вторую, и, возможно, после нее немного накрывает, потому что очень жарко, очень тяжело, и пальцы вообще не держат. Очень странное ощущение. На трассу очень хочется залезть. Очень крутое движение. Не подписано, к сожалению, кто придумал, но такие трассы редко бывают на скалодроме. Суть движения в том, что надо поймать две, правая плохая, пассивная, и выкидывает. Поэтому надо сразу идти дальше. А следующая цепка, она скользкая, она без трения. Когда берешь, соскальзываешь. Надо успеть левую ногу пнуть в стенку. Тогда сгашу маятник и удержу ветерок. Потому что сил физически удержать ветерок не хватает. И слишком много координации надо сделать после полутора месяцев без лазания на скалодроме. Конец. Попробуем категорию на трудность. Пускай лезутся после скал. Если трудность, я лазал и на скалодроме, и на скалах, то болдеринг я совсем не лазал. Основная проблема была в том, что перед тем, как уехать на скалы, я сделал прививку от ковида, и целую неделю я не лазал. Я сделал прививку в воскресенье, и только в следующее воскресенье я смог полазать на скалодроме. Лазал трудность не тяжелую, 6B и 6C. При этом за неделю до прививки я залез 108А на ансайд на скалодроме Сосулька, а сейчас я лезу 6C, и меня на пассивах разгибает. Безумно тяжело. Руки не то что сбиваются, они не хотят держать. Затем я не лазал еще одну неделю, пришел в бигол и уже попробовал семерки А. Семерки А, конечно же, лезлись чуть получше, чем в прошлый раз шестерки С, но, тем не менее, лезлось очень тяжело. После этого я поехал в Гуамку.
Там у меня был выезд с учениками, и на скалах я лазал от 6 до 7С. К концу поездки я уже разлазался, стало чуть получше, пальцы уже не болели, плечи не болели, появился небольшой тонус, и у меня даже получилось залезть 7С с провешиванием. То есть форма потихоньку набиралась, становилась лучше. Затем я поехал в Крым. У меня получилось там залезть 2 8А, 1 8А плюс со второй попытки. При том, что было очень жарко, плюс 31 и на солнце. Я уже и забыл, как было плохо после первой прививки. Приехал в Москву и сделал вторую вакцинацию, второй компонент прививки. Времени у меня было в Москве мало, поэтому я постарался как можно быстрее сделать. И после этого уже поехал в Карелию. Я совсем забыл, когда пришел на скалодром, то есть сделал прививку. Правая рука, она прикрыта. То есть она могла быть ручкой, но в центре медирок все прикрывает. Буквально 3 дня назад мне вкололи второй компонент, и поэтому неудивительно, что мне лезется сейчас очень тяжело. 7А — это та категория, которой я лазаю легко на разминку. Но здесь, когда я делаю перехваты, по ощущениям, как будто лезу 7Б минимум. Все зацепки держат, но не настолько плохие, что руки разгибаются. Очень необычное ощущение. Стоит еще рассказать о зацепках, которые находятся на трассе. Это русские зацепки California Rocks. Это новый подбренд от Top Point. Очень хорошие зацепки, они пластиковые, легкие, не скалываются. И при этом у них очень крутые формы. Реально попробуйте, рекомендую к покупке. Ага. Фух. В общем, по ощущениям, проблема именно в вакцине, потому что семя на скалах лезть легко, а сейчас лезть очень тяжело. Сегодня у меня день лазания по красным зацепкам. Еще одна трасса на трудность, на этот раз 7Б, решил повысить категорию, прошлую залез. Было тяжеловато, но и при этом я не забился, поэтому захотелось чего-то более тяжелого. Трасса также идет по California Rocks, слева зацепка, которую держу, это Top Point, а дальше уже идет Крио и вперемешку California Rocks. Необычно то, что на трудности используются такие накаты, в Москве их практически не используют, и это обосновано. Обосновано тем, что люди, которые за 20 или за 30, у которых есть какие-то травмы, им не стоит накатывать, это достаточно травмоопасно. На соревнованиях никто не будет против увидеть накат. Но на коммерческом скалодроме, конечно же, накаты не самая лучшая идея, потому что можно травмировать клиента, а клиент, он приносит скалодрому деньги, поэтому чем меньше травмированных клиентов, тем богаче скалодром. На удивление, трасса мне показалась проще, чем левая, зацепки хорошие, плюс еще есть места для отдыха, что на 7Б, конечно же, довольно большая редкость. Возможно, этой трассе можно дать 7Б только из-за того, что сверху есть небольшой ключ, который я облез. Облез не специально, а просто дотянулся. Я не самый высокий скалолаз, и если я легко дотягиваюсь, то, скорее всего, большинство скалолазов сможет дотянуться. Девушкам, конечно, будет посложнее, но почти все парни точно дотянутся. Облаз состоит в том, что с левой руки я дотянулся правой рукой сразу в подхват, минуя левую дырку. Левая дырка была очень плохо замагнежена, и я подумал, что можно попробовать и без нее. Скорее всего, так все лезут. К слову о трассе. Трасса очень прикольная, и именно поэтому она вся замагнежена. К сожалению, видимо, люди не лазают щетками и на обратном пути не чистят. У меня было очень мало времени, поэтому я не почистил. Но, будучи проектом, я бы ее точно почистил. И ради уважения к другим людям, я также бы ее почистил. Ага. Эта трасса показалась мне проще, чем предыдущая. Всем огромное спасибо, кто подписался на мой Patreon канал. Там я каждый месяц пощу новый план тренировок по ОФП, СФП, ЛФК и растяжки. Подписывайтесь.